Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я подготовил анализ очень важного выступления адвоката Ларисы Криворучко по делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Это выступление вышло вчера или позавчера. Мы разберем его по блокам. Я буду давать свои комментарии как юрист после каждого блока. В общем, поехали. Приветствую, уважаемые граждане! Сегодня мы поговорим по уголовному производству убийства Ирины Фарион и незаконному обвиняемому в ее убийстве Вячеслава Зинченко. Данное судебное дело рассматривается в Шевченковском районном суде города Львова. Состав коллегии сформированный незаконным составом суда в нарушение части 3 статьи 35 УПК Украины, соответственно, с искусственным вмешательством, что подтверждается отчетами автораспределений, но вопрос сейчас не к отчетам, не к автораспределениям, не к протоколам автораспределения, хотя это первично и очень важно. Почему? Потому что незаконный состав суда не может вынести законное судебное решение, и любое решение, вынесенное с нарушением законного формирования состава суда, подлежит, безусловно, отмене. Это существенное нарушение, такой уголовно-процессуальный закон. Сегодня вопрос не о том. Итак, здесь адвокат Лариса Криворучко абсолютно правильно акцентирует внимание на одном из самых серьезных нарушений в составе суда, незаконном составе суда. И согласно части 3 статьи 35 УПК Украины нарушение порядка автоматического распределения дел является существенным нарушением, которое влечет за собой безусловную отмену всех принятых решений. Это классическое основание для апелляции и кассации. Смотрим дальше. Я, как защитник Вячеслава Зинченко, незаконно обвиняемого, продолжаю знакомиться с материалами дела. Какое очередное существенное нарушение было обнаружено? Защиту Зинченко осуществляли два адвоката. Адвокат Вороняк и адвокат Сулима. Во время их защиты как адвокатов относительно незаконно обвиняемого Вячеслава Зинченко были исследованы многочисленные доказательства, а доказательств около 30 томов. Не все материалы были присоединены к материалам судебного дела, но между тем допросы, эксперты, другие свидетели допрашивались, исследовали материалы справа, продолжали меры пресечения без определения альтернативного залога. Что мы имеем состояние на сегодня? Адвокат Вороняк. И здесь очень важный момент, друзья. Если защита осуществлялась адвокатами с приостановленным статусом, то все действия, которые они совершали, допросы свидетелей, исследование доказательств, продление меры пресечения, могут быть признаны недействительными. Это напрямую влияет на право обвиняемого на качественную защиту юридическую, гарантированная статьей 59 Конституции Украины. Открываем его профиль в ЕРАУ, Единый реестр адвокатов Украины, и что мы видим? С 26.12.25 года по 26.01
26 года на основании решения номер 381/25 Дисциплинарной палаты КГК Волынской области от 26.12.25 года право на занятие адвокатской деятельностью остановлено согласно пункту 3 части 1 статьи 31 Закона Украины об адвокатуре. Адвокат Сулейма. Согласно сведению Единого реестра адвокатов Украины, право на занятие адвокатской деятельностью остановлено. Аналогичный пункт, часть статьи закона об адвокатуре и адвокатской деятельности с 20.03.25 по 20.05.25 года на основании решения ВКДК от 20.03.25 года, которым внесены изменения в дисциплинарной палаты Ивано-Франковской области от 27 ноября 2024 года. Что это значит? Это означает, что право на занятие адвокатской деятельностью адвоката Вороняка было остановлено на 1 месяц у Сулеймы. Деятельность была остановлена на 2 месяца. Что нам говорит закон об адвокатуре и адвокатской деятельности в данном случае? Право на занятие адвокатской деятельностью останавливается в случае наложения на адвоката дисциплинарного взыскания посредством остановки права на занятие адвокатской деятельностью в соответствии с решением КГК региона или ВКДК. Эти факты, которые приводит Лариса Криворучко, легко проверяются через Единый реестр адвокатов Украины. Если информация подтверждается, это очень сильная позиция защиты. При остановлении свидетельства автоматически прекращает все ранее заключенные договоры. Участие таких адвокатов в процессе делает все судебные решения по продлению содержания под стражей сомнительными. Смотрим дальше. Согласно части 5.6 статьи 31 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, в течение срока остановки права на занятие адвокатской деятельностью адвокат не имеет права ее осуществлять. Сведения о приостановлении заносятся в Единый реестр адвокатов Украины. Договор о предоставлении правовой помощи, заключенный адвокатом с клиентом или лицом, заключившим настоящий договор в интересах клиента, прекращается в случае приостановления свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. Что я могу вам сказать? Новые договоры с адвокатом Вороняком и адвокатом Сулеймой, ни Зинченко Вячеславом, ни другим лицом, обычно это мать Вячеслава Зинченко, не заключались. Это означает, что адвокат Вороняк во время остановки действия адвокатского свидетельства в активе принимал участие в судебном заседании, в том числе о продлении действия меры пресечения содержания под стражей Зинченко. Законно ли такое участие адвоката? Безусловно, что по закону нет. Законно ли решение такое о продлении действия срока меры пресечения содержания под стражей без определения залога? Безусловно, нет. У Зинченко Вячеслава особо тяжкое преступление. Защита участия адвоката обязательно. И это один из ключевых блоков нарушения права на защиту в делах с особо тяжкими статьями. Это безусловное основание для изменения или отмены меры пресечения согласно практике ЕСПЧ и позиции Верховного суда Украины. Такие нарушения приводят к признанию содержания под стражей незаконными. То есть это даже не оспаривается, даже не дискутируется. Следовательно, адвокат Вороняк с остановленным свидетельством, согласно сведениям ЕРАО, принимал активное участие в судебном заседании. Вопрос. Будет ли такое решение суда законным? Безусловно, нет. И дальнейшие решения на основании незаконно вынесенного решения абсолютно незаконны.
Это с юридической точки зрения называется решение, вынесенное существенным нарушением процессуального права, с нарушением права человека на защиту. Человек подлежит безусловному освобождению из-под стражи. Понимает ли это судебная коллегия Шевченковского районного суда Львова? Безусловно, да. Понимала ли коллегия под председательством Головатова, Львовский апелляционный суд, Романюк? Третьего не помню. Безусловно, да. И Вячеслав Зинченко продолжает содержаться под стражей совершенно незаконно. И адвокат Вороняк, и адвокат Сулейма, каждый со своей даты, один с 26.12.25 и поныне не имели права участвовать в связи с тем, что у них сначала остановлены адвокатские свидетельства были, а затем договоры с ними новые не перезаключались. А у Сулеймы с 20.03.25 года все исследования доказательств, все допросы свидетелей, абсолютно все с этих дат, продление мер пресечения под стражей без альтернативного залога незаконно, еще и в незаконном составе суда. Игнорирование заявленного отвода и продолжение рассмотрения дела в данной ситуации – это дополнительное грубое нарушение. Суд обязан был рассмотреть такое ходатайство Ларисы Криворучко и вынести мотивированное определение, чего он не сделал. Отсутствие реакции также является основанием для отмены всех последующих решений. В этом отношении я запишу отдельное видео, на что нужно обратить внимание, что такое принцип хронологии, как его определять. Люди, которые в распределениях разбираются, просто взялись уже за голову, если честно. Я общалась по остановке свидетельства относительно адвокатов с коллегами, безусловно. Я могу вам сказать, что все в шоке, потому что все понимают, что это абсолютно недопустимые действия. Безусловно, поданные жалобы, соответственно, сразу отвечаю на логические вопросы, которые у вас будут. Поданы ли жалобы на этих адвокатов? Да, поданы жалобы и на адвоката Вороняка, и на адвоката Сулиму. Пытались ли они как-то контактировать? Со мной нет, с другими – да. Не буду пересказывать содержание разговоров, но я считаю, что если адвокат вступает в дело для защиты прав человека, то он его либо осуществляет, либо выходит из процесса, если он не желает в полном объеме отрабатывать и осуществлять такую защиту. Суть профессии адвоката – это защита, и не нужно вредить. Так вот, я считаю, что это дело не только дебатов. Здесь Лариса Криворучко поднимает крайне важный этический и процессуальный вопрос. Приостановление адвокатского свидетельства – это не формальность, это прямой запрет на осуществление защиты. Если адвокаты продолжали участвовать в процессе, зная о приостановке, это может быть расценено не только как нарушение закона, но и как некачественное выполнение обязанностей защитника. Поданные жалобы в КДК – это правильный шаг. Суд обязан был проверить статус адвокатов по реестру ЕРАУ самостоятельно, особенно в таком деле с такой особо тяжкой статьей. Могу вам так сказать, что, учитывая, что нарушено право на защиту, существенное нарушение, незаконный состав суда, незаконное продление содержания под стражей, незаконный допрос свидетелей по нарушению права на защиту, незаконное исследование доказательств, что это можно перечислять вечно, я считаю, что это дело нового разбирательства, новое судебное разбирательство и освобождение Зинченко.
По-другому в данной ситуации в принципе быть не может. Это единственное законное решение согласно требованиям КПК Украины и Конституции и, соответственно, европейских стандартов и практик ЕСПЧ, которое является обязательным для применения в Украине. Запомните, что если у адвоката остановлено действие свидетельства адвоката, он точно не имеет права, особенно в тяжком преступлении, как в данной ситуации, осуществлять защиту. Это тотально незаконно. Поднимался ли этот вопрос в коллегии судей в Шевченковском районном суде Львова? Да, им заявлялся отвод. Я могу вам сказать, они на него даже не отреагировали и продолжили слушать дело. Это зафиксировано. Я уже направила соответствующие запросы, когда зафиксировано, когда подано, когда они распечатали. И как это называется? Это называется дальнейшее проведение судебного заседания с нарушением правил самоотвода. Любое решение в такой ипостаси подлежит безусловному отмене. Почему служители Фемиды, почему судьи просто не соблюдают УПК Украины, просто грубо нарушают законы Украины, Конституции Украины. Для кого пишутся законы? Я понимаю, что в данном деле большое количество предположений, которое не основывается на доказательствах. Есть документы с признаками фальсификаций, и причем таких документов очень много. Я понимаю, что Зинченко сидит не за свой труп. С уважением к убитой Фарион, но как иногда пишут, что она герой Украины, она пока не герой Украины. И мнения по поводу данной фигуры, они различаются. Одни говорят, и это правда, что она была членом КПСС и поддерживала идеологию КПСС. Для того, чтобы вступить в КПСС, ее характеристику подписывал Кубев за то, что она пропагандировала русский язык во Львовской области. Вдумайтесь, не на Харьковщине, не на Киевщине, а на Львовщине. Это письменные документы, это архив. Это уже бессмысленно возражать против этого. Но, во всяком случае, смерть человека в правом государстве просто так захотели убить, это недопустимо. Но то, что правоохранители не отработали на полно, но грамоты получили, награды себе за скорейшее расследование получили, все получили, только посадили, скорее всего, не того. Маленький мальчик протащить такую операцию один, ну слушайте, это смешно, это раз. А во-вторых, если сравнить, я уже общалась с большим количеством экспертов, мне говорят: Лариса Сергеевна, люди разные. Тот, кто был зафиксирован, сидел, ждал Фариона и действительно выстрелил, и ваш клиент – это совершенно разные люди. Есть, безусловно, физиология лица, есть огромное количество всего, но до этого мы будем понемногу доходить. Мне почему-то кажется, дело убийства Фарион и незаконного обвинения Вячеслава Зинченко – это дело не Украины, а Европы. Украина, она будет только тогда, когда судьи поймут свою прямую суть, когда они одевают мантии, присягу засчитывают на верность украинскому народу и на принятие судебных решений в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины, а не так, в телефонном праве или за решение за доллары, как мы видим по подозрениям в ВАКСе. А это отдельные национальные интересы Украины. Так люди, судьи, одевают мантии, а потом просто за доллары продают национальные интересы Украины, а потом имущество оформляют на себя, на родственников, любимых женщин, на водителей. Но я думаю, что по реформе в налоговой сфере и как это обнаруживать, я думаю, мы тоже до этого дойдем. Но между тем, возвращаясь к Зинченко,
незаконно обвиняемого. 2 адвоката с остановленными свидетельствами, без перезаключения договоров. Судьи вообще ничего не проверили. Законно ли пребывание под стражей Зинченко дальнейшее? Безусловно, нет. Он подлежит немедленному освобождению, а дело подлежит возврату на судебное разбирательство на новое, в другом составе суда. Мы будем информировать вас об этом деле. Я понимаю, что там и угрозы идут, и обвинения идут. И опять же, мое несчастное адвокатское свидетельство вообще на клочки его разорвут скоро. По, опять же, надуманным основаниям. Но ведь правду никто не остановит и справедливость не остановит. Это будет возможно не в этом году, не через месяц, но в любом случае удача улыбается упорным. Я верю в закон и в его силу, даже если будет немного затяжная реакция. В стране, где правил бы закон, Зинченко уже давно был бы на свободе. И я думаю, что с такой доказательной базой в суд дело бы никто не передал. Но, к сожалению, может, к счастью, мы живем в нашей стране, строим правовую систему, чтобы она работала во благо граждан, а не так, как она сейчас работает с покупкой и продажей судебных решений, телефонного права, следования указания. И все же будем надеяться на здравый смысл, на Конституцию, на закон и, безусловно, будем надеяться на правду. Ну и, соответственно, на криворучка Ларису Сергеевну, которая это говорит. Итак, вот, всем хорошего дня. Услышали по поводу 2 основных свидетельств адвокатов и продления мер пресечения с такими адвокатами, свидетельствами остановленными и неперезаключенными договорами. Будем дальше доказывать. Всем хорошего дня. До свидания. Подводя итог по всему выступлению, скажу, если факты о приостановлении адвокатских свидетельств и отсутствии новых договоров подтвердятся документально, позиция защиты выглядит очень сильной. Главное нарушение – это незаконный состав суда и нарушение права на защиту. Эти 2 момента могут стать основанием как для изменения меры пресечения, так и для возвращения дела на новый круг рассмотрения. Игнорирование заявленного отвода коллегии – это дополнительное грубое нарушение, которое само по себе влечет отмену судебных решений. В совокупности все перечисленные нарушения делают дальнейшее содержание Зинченко под стражей явно незаконным. На этом у меня все. Друзья, в целом выступление Ларисы Криворучко содержит серьезные процессуальные претензии, которые заслуживают тщательной проверки. Если вы хотите, чтобы я разобрал другие аспекты этого дела или сделал разбор конкретных документов, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Кто может донатить, донатьте. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков. И к этому, друзья, я хочу еще добавить то, что я обратился к Криворучко Ларисе Сергеевне с предложением подать ходатайство об отводе коллегии судей первой инстанции по новому основанию, а именно по явной предвзятости коллегии судей, в том числе и к Зинченко, как к русскоговорящему гражданину Украины и выходцу из русскоговорящей семьи. Но, к сожалению, реакции пока не последовало. Почему? Я не знаю, могу только догадываться, но тем не менее надеюсь, что реакция Ларисы Сергеевны на мое предложение хоть какая-то, но будет, а не такая, какую демонстрирует сейчас Невойт с коллегией судей, то есть никакой. И таким образом Невойт с коллегией препятствует мне лично в доступе к правосудию. Если Криворучко такая законница, ей стоит, на мой взгляд, обратить внимание на мое предложение и отреагировать на него. И еще, друзья, что касается группы поддержки Зинченко во главе с Мусихиной. Лариса Сергеевна не в курсе, но я ей хочу напомнить, что единая когда-то группа поддержки Зинченко, созданная Ланой,
в свое время раскололась. И раскололась она не только в связи с финансовыми недоразумениями, но и в том числе в связи с отношением к действиям адвоката Сулеймы. Лана и ее часть группы выступила против действий и бездействий Сулеймы, а Мусихина и ее часть группы, то есть теперешняя действующая группа поддержки Зинченко, поддержала Сулейму. И, естественно, на это стоит обратить внимание и понимать, что даже сейчас агентура Сулеймы может собирать информацию и действовать в лагере сторонников Зинченко через Мусихину и ее группу поддержки Зинченко. Всего доброго, друзья. До новых встреч.